главный, поэтому я решил, что это стихотворение пойдет первым. Называется оно «Путь к счастью». Я хочу немножко рассказать про него. Просто вот следующее стихотворение, но мое любимое у Андрея, и оно говорит о счастье, о том, что человек долго к нему шел, что у него были ошибки на пути, и наконец-то он к этому счастью пришел. И вот я решила от него не отставать и тоже написала. Называется «Путь к счастью». Вчера я металась от места к месту, пытаясь заполнить остывшее сердце. Куда приложить мятежную душу и где мне согреться в лютую стужу? Сегодня жена, наполняющая сны красавца мужа, сына весны, отца моей дочери, Бог, хозяина в доме, в котором воздух пропитан любовью. А завтра так ясно в солнечном свете я вижу, по дому бегают дети, они бегают. И жаркие ночи, и нежные утра, лишь кофе горчит в глубине перламутра. Будильник заткнется, умолкнут птицы, вставать неохота, неохота бриться. Я буду пить кофе, сидеть в интернете, сознанием, что счастье есть на свете. Нет, безусловно, жизнь не сахар, и каждый ребенок в этом знахарь. Он в детском саду не играет в игрушки, там все серьезно, от горшка до подружки. Нынче, когда седина в бородке, когда глох от простуды и водки, жизнь говно вношу в письмена, лишь от того, что узнал имена. Стал я циничней, скупее в желаниях, если смотреть на количество знаний, мое умещает карманное раку. На память не помню, может, зря о том брякнул. Как ни крути, но счастье в акцентах. Осень, зима, но капот в лентах. Не важен жених, не важна невеста. Все дело в руках, что мешают тесто. Желая увидеть свет участия, я заговорил, мечтая о счастье. Счастье, ребята, не больше, чем фетиш. Будь счастлив, но помни, за счастье ответишь. Главное, когда ждет в доме матери тарелка супа на чистой скатерти. Друг тебе наливает без скорости за то, что сливаешь сплетни и новости. Когда одобряет тебя коллега, весной, летом, в осень нет снега. И житейское море греет причалом, где темная ночь укрыта сандалом. Но самое главное случается утром, вдали от кухни и камасутры. И это счастье. И Не напиться. не напиться. Под одной рукой шерсть, под другой ягодицы. Всегда посвящаю своим котам и той, которая рядом. Помню. Ты дашь мне поиграть что-нибудь, нет? Поиграть дашь мне что-нибудь? Да, конечно. Когда? Прямо сейчас? Ой, ты вот читаешь, Давай, я да. давно уже перезрел. Прекрасно.